Добрый день, дорогие друзья, с вами Городовой Данил, основатель консалтинговой компании Горголд. Рад вас приветствовать на канале Золотой стандарт. За последний год на драгметаллах заработал 48%, на недвижимости более 100%. В этом видео мы с вами разберем, возможен ли обвал рубля в ближайшее время, узнаем мнение аналитиков и трейдеров, рассмотрим теханализ, макроэкономические показатели и фундаментальную цену рубля. А также узнаем мнение Центрального банка и Сбера по рублю. Рассмотрим альтернативные варианты сбережения и приумножения капитала. Итак, поехали. Сейчас цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю. Хотя в ценообразование рынка угля вмешался Китай, что на 12%, а где-то на 30% понизило цену фьючерсов на уголь. Снижение цены на уголь, в свою очередь, негативно повлияло на нефть, которая сейчас все больше стала рассматриваться как товар-заменитель для дорожающего газа и угля. Плюс вероятность волатильности нефти становится высокой. После отказа ОПЕК+ наращивать темпы добычи. Хотя есть мнение ведущих аналитиков международных банков, что цена нефти продолжит расти до $100 за баррель. Но опять же, только в России есть так называемая цена отсечения, когда доходы от нефти выше $43 за баррель идут в стабилизационный фонд, деньги из которого по различным предлогам не дают в полной мере использовать в России. Также скорости роста экономики России, а значит и рублю, угрожают ограничения, связанные с пандемией, и политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки и новых антироссийских санкций. Рубль потерял поддержку в виде налогового периода. В то же время доллар может продолжить укрепляться на фоне сокращения стимулов ФРС. Что же делает в это время ЦБ? Ведь он владеет обширной информацией об экономической ситуации в России и делает свои прогнозы. Часто покупает валюту дешево и продает на пике, когда цена повышается, чтобы остановить ослабление рубля. Так вот, Центральный банк планирует нарастить покупку валюты до рекордных размеров, пополнить запасы валюты на $7,2 миллиарда, что на 70% больше прошлого месяца. Также ускорение инфляции не способствует доверию рублю. По официальным данным она составила 8,2%. Еще недавно Сбербанк заявлял, что по итогам года инфляция может достигнуть уровня 7,6%, хотя раньше банк прогнозировал рост 5,8%. А ключевая ставка Центробанка к концу года будет на уровне 7,75%. Ранее считалось, что она составит 7%. Все это в итоге приведет к тому, что часть сбережений россиян сильно обесценится, и люди смогут позволить себе уже меньше товаров за те же деньги, а предприятия меньше смогут брать кредитов, и денег в экономике станет меньше, то есть она замедлится. Теперь перейдем к техническому анализу. Если мы берем технический анализ, то я стройной картины не вижу, но могу выделить фигуру, похожую на конечный диагональный треугольник, после которого очень вероятно, что цена устремится вверх, что сейчас и происходит. Также трейдер, который анализирует по методу Эллиота пару рубль-доллар и видит наиболее вероятный сценарий таким, что цена дойдет примерно до 77 рублей, затем коррекция до 72 и дальнейший рост, как один из вариантов развития событий. Стоит также обратить внимание на прогноз по методу волн Вульфа, который часто осуществляется. Здесь прогноз роста до 75 рублей. Есть аналитики, которые прогнозируют даже, казалось бы, невероятный курс по 144 рубля за доллар. Правда, и повышение курса с 30 до 80 рублей в 2014 году казалось маловероятным. Хотя, справедливости ради, можно отметить, что по оценке ряда многих других аналитиков, фундаментально рубль недооценен, и справедливая цена должна быть в районе 60 рублей при текущих ценах на нефть. Если подводить итоги, на данный момент больше факторов за ослабление рубля. Посмотрим, какие прогнозы сбудутся. Если же рассматривать доллар как вариант сбережения и инвестирования, необходимо понимать, что его покупательская способность также уменьшается, тем более при триллионах напечатанных долларов.
Думаю, доллар, несмотря на краткосрочное укрепление, будет продолжать обесцениваться, а другие валюты будут обесцениваться относительно доллара. Хотя, если Россия изменит кредитно-денежную политику, то возможно укрепление рубля в долгосрочной перспективе. Но пока этого не происходит. Коротко рассмотрим альтернативы доллару для сбережения и приумножения денег. Недвижимость и акции перегреты и находятся в пузыре. А вот золото сейчас еще мало кто рассматривает. И оно очень дешево, несмотря на то, что за последние 20 лет оно обогнало не только доллар, недвижимость, инфляцию, но и индекс S&P 500 на 300%. Да и в надвигающийся кризис это самая лучшая инвестиция. И, кстати, оно оценивается в долларах, так что вы себя сможете застраховать от ослабления рубля. Об этом подробнее я расскажу в следующих обучающих роликах, а в другом более интересном формате. Вы узнаете то, о чем обычно не говорят брокеры, экономисты и политики. У вас сложится пазл происходящего в экономике и мире. Видео будет называться «Почему в конце осени начнется гиперинфляция, как защититься и заработать». А следующее «Почему рост золота ускорится, как в 70-х годах, когда цена выросла на 2400%». А пока, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на YouTube и Telegram каналы, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, отправляйте это видео тем, кому оно может быть полезно. И напишите в комментариях, как вы считаете, рубль окрепнет или упадет и почему. Спасибо за внимание, берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас. И помните, образование и золото – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет. Спасибо.